Врановые – широко распространенное семейство птиц отряда воробьинообразных, включающие в себя такие виды, как черная и серая вороны, грач, галка, сойка, обыкновенный ворон, обыкновенная и голубая сороки, кукша. Семейство состоит из более чем 120 различных видов птиц, представленных практически на всех континентах. Птицы среднего или крупного размера имеют заметное внешнее сходство. У многих представителей семейства оперение черное, но есть и ярко окрашенные виды. Питаются преимущественно насекомыми, отчасти зернами. У крупных северных видов значительное место занимает охота за яйцами и птенцами других птиц, поиск падали и грабеж. Наиболее ранние ископаемые находки птиц, имеющих определенное сходство с врановыми и обнаруженные на территории Франции и Германии, относятся к периоду среднего миоцена, порядка 17 миллионов лет назад. Некоторые врановые являются наиболее крупными представителями воробьинообразных. Вес обыкновенного ворона и бронзовой вороны может превышать 1,5 килограмма, а длина достигать 65 сантиметров. С другой стороны, самый маленький вид, Опhelocoma nana, весит всего около 40 граммов, а его длина составляет 21,5 сантиметра. Несколько видов обладают весьма высоким интеллектом, сравнимым с высшими приматами. Из-за этого врановые становятся объектом исследования ученых. Интеллект выражается в понимании механики процессов, происходящих как в природе, так и в специально создаваемых учеными заданий, и в использовании одного или нескольких орудий труда для достижения целей в виде пищи. Многие виды используют свои способности только в неволе, а некоторые, например, новокаледонская ворона, пользуются инструментами и в природе. Изготовленные орудия ворона может забирать с собой, пользуясь ими в дальнейшем. Ворон считается одной из самых умных птиц. Когда британские ученые решили проверить, действительно ли ворон наделен интеллектом, птице давали пить воду из глубокого кувшина, которую он не мог достать клювом. Испытуемый ворон додумался бросать в емкость различные предметы, чтобы уровень воды поднялся. Во время испытаний в Кембриджском университете в Англии было установлено, что грачи столь же умны при создании и использовании простых орудий своими клювами, как шимпанзе при создании и использовании простых орудий своими руками. У сорок были обнаружены тщательно продуманные социальные ритуалы, включая, возможно, выражение печали. Также сорока – это единственная известная немлекопитающая, способная узнать себя в зеркале, в отличие, например, от попугая, который воспринимает свое собственное отражение как другого попугая. Большеклювые вороны в Токио догадываются бросать грецкие орехи под колеса автомобилей и после подбирать их уже раздавленными. Быстро и легко обучающиеся стайные птицы иногда приходят на помощь друг к другу. Вороны, грачи и галки часто селятся в пределах населенных пунктов, образуя многочисленные колонии. Часто хорошо организованы, например, у галок имеется сложная социальная иерархия. Известно, что молодые птицы часто играют в сложные обучающие игры, в том числе и коллективные, требующие определенного интеллекта. Например, они подбрасывают веточки в воздух и стараются их поймать, ложатся на спину и перебирают какой-либо предмет ногами и клювом, совместно играют в игру наподобие царя горы, пытаются спихнуть друг друга с определенного места,
удерживая какой-либо предмет в клюве, летают и сталкиваются с другими птицами до тех пор, пока предмет не упадет. Представители семейства встречаются повсеместно, за исключением южной оконечности Южной Америки и Антарктиды. В большинстве своем всеядны, питаются как растительной, так и животной пищей, насекомыми и другими беспозвоночными животными, яйцами других птиц, мелкими млекопитающими, ягодами, плодами и семенами растений. Часто употребляют в пищу падаль. Некоторые виды хорошо приспособились к жизни в населенных пунктах и питаются отходами человеческой пищи. Врановые моногамные пары сохраняются длительное время, у многих видов в течение всей жизни. Гнезда обычно строятся на верхушках деревьев, в качестве строительного материала используются сухие ветки, скрепленные травой или корой. Строит гнездо как самец, так и самка. Кладка состоит от 3 до 10 яиц, как правило, бледно-зеленого цвета с бурыми пятнышками. Птенцы остаются в гнезде от 6 до 10 недель в зависимости от вида. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк, если не понравилось. Спасибо за внимание.